Привет, мои золотые котики! У нас сейчас будет тема на Золотом Таро Густава Климта, и мы будем разбирать тему ваших денег. А точнее, мы будем искать деньги, которые мы будем с вами тратить на наши хотелки. То есть загадайте, пожалуйста, то, что вы сейчас хотите. Вот что вы хотите приобрести в ближайшее время. Красивое платье. Может быть, на ремонт денежки нужны. Может, еще на что-нибудь. Вот пока мы мешаем карты, давайте посмотрим. Где взять деньги на ваши хотелочки, на ваши хотелки? Где взять деньги? Откуда они придут? Откуда их взять и зацепить? Мы смотрим, где взять деньги на то, что вы хотите. Кстати, карты такие тяжелые сейчас. Ну что, давайте посмотрим. Где взять деньги на ваши хотелки? Где взять деньги на ваши хотелки? А где взять деньги на ваши хотелки? А где взять деньги на ваши хотелки? И да, мои дорогие, вы можете загадать свои хотелочки. Хотелки, что это? Это какие-то предметы, услуги, все, что можно купить за деньги, кроме здоровья, девочки. Хотя здоровье сейчас тоже можно за деньги купить, да? Посмотрим, где взять деньги на ваши хотелки. Можете загадать одну хотелку, можете все 4. И давайте посмотрим, что придет само, что надо выбивать и откуда будут деньги. Мы будем искать деньги для того, чтобы их обменять на то, что вы хотите. Понимаете? Здесь будет не просто для накопления денег. Здесь мы копить не будем. Здесь мы загадываем наши с вами хотелочки, что мы хотим обменять на эти деньги, а эта карта будет обозначать, где эти деньги взять именно на эту хотелку. Понимаете? Первый, второй, третий, четвертый вариант. А тема денег, мои дорогие, у меня на канале открывается. Денежный канал. Очень глубоко мы смотрим на самом деле. И вы не проходите мимо моих видео, болталок насчет денег, денежного канала и всего остального, что связано с деньгами. Поверьте мне, я открывать денежные каналы очень хорошо умею. И у меня, кстати, есть не то, что просто образование такое. Вот некоторые закончат на маркетолога, например, знаете, университет, либо курсы какие-то, и где-то чего-то не могут. Все равно как-то не идет, да, у них. Но потому что надо знать вот эти вот всякие тонкости, тонкости, мои дорогие, детали. Дьявол кроется в деталях. А кто управляет деньгами? Ну, не боженька, то точно. Ну что, давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Где взять деньги на ваши хотелки? На каждый вариант загадайте по возможности то, что вы хотите приобрести, обменять на деньги. Деньги – это способ обмена того, что вы хотите взять у других. Вы даете им деньги, не то, что они хотят, да, взамен получить, а даете мену, даете денежку, понимаете? Тут тоже есть один такой большой секрет. То есть, например, у человека есть одно, а у вас есть другое. Он хочет что-то одно, а вы то, что есть у него, да. И практически всегда мы не можем ему дать, что он хочет в обмен то, чтобы мы получили. И это все в деньгах заключается, да. Мы даем ему вот эту мену, единица измерения. Она очень непростая на самом деле. И я вам скажу так, пока вы загадываете свои хотелки, девочки. Очень часто люди сами, не то что очень часто, ну, практически всегда люди сами отказываются, да, от денег как единицы измерения их желаний. Реально отказываются. Вот психологи это называют какой-то денежный потолок и все остальное, да. Но прощупывая родословные, прощупывая род, да, то по диагностике мы видим, когда этот человек получит деньги, что он с ними делает и все остальное. Поэтому, например, кто-то в лотерею выигрывает и заканчивает жизнь в глубокой жопе, мягко говоря, да, потому что он не умеет делать вот эти вот хотелки свои. Обмена у него нету, он ломается. Поэтому гадаем на эту тему. Так,
Где взять деньги на хотелки? Где взять деньги на хотелку? Где взять деньги на хотелку? И вот четвертый вариант. Где взять деньги на свои хотелочки? Загадывайте свои желания. Давайте посмотрим. В описании я сброшу большую подборку про деньги. Напоминалку, что вы можете посмотреть. У меня, по крайней мере. Ну что, поехали. Где взять деньги на эту вашу хотелку, мои дорогие? Отшельник, запечатана ваша хотелка. Нету денег на эту хотелку, и она с этого мира не придет. То есть это не с мира живого. Дело в том, что это какая-то украденная хотелка. Либо, мои дорогие, это не ваше внутреннее желание. Возможно, это навязанное вам. Может, у кого-то мама, папа, ребенок или еще кто-то навязал вам это желание, да, и оно искусственное какое-то. То есть, сколько вы вот по факту биться не будете над этим своим желанием, оно само по себе не сбудется. Живые люди это желание вам не сбудут. Что с этим желанием делать, мои дорогие, да? То есть, например, допустим, вы хотите жилье купить, да? И смотрите, и вы думаете, а где же взять деньги на это мое желание купить эту квартиру, этот дом, эту машину? Ну что, например, это я такие уже большие беру, да, желания. И дело в том, что просто сейчас вспомните, кто это желание, кто эту хотелку вам навязал. Это не от вас оно идет, это желание. Эта нужда идет не от вас. Это не ваша нужда. Это не ваше желание. Оно может быть навязанное, оно может быть болезненное, оно может быть связано с вашим психологическим состоянием. Либо я хочу как у другого, либо у вас развито такое вот чувство соперничества, и вы хотите иметь вот это, что кто-то из вашего окружения этого не имеет. Дальше, мои дорогие, либо вы здесь загадали такое, которое может вообще не сбыться, и оно с вашей жизнью совершенно реально никак не связано. Возможно, ну, например, вы загадали, я хочу здесь синее платье, да, но вы его никогда не купите, не потому, что у вас на него не будет денег, а потому что, надев на себя это синее платье, вы посмотритесь в зеркало и поймете, что оно вам не подходит, оно вам не идет. Вам выпал здесь отшельник. Отшельник – это 9-й старший аркан. Про денежный канал я могу вам сказать, что он у вас открыт, мои дорогие. Да, у вас на другие, лично ваши хотелки, на ваши лично хобби, на истинные ваши желания деньги будут. Шестерочка будет, 666. Но именно это желание как будто не дает вам высшая сила сбыть это желание, потому что оно не ваше. Понимаете? Возможно, смотрите, даже если вы хотите купить дом, да, и вы думаете, хорошо бы купить дом в таком-то городе, в такой-то деревне, но где-то рядом находится с вами человек, который влияет на это ваше желание и утягивает его в какую-то определенную географию, которая с вами не связана, в место, в котором вам не будет хорошо, дом, в котором вам не будет хорошо, в котором живут привидения, к примеру, да, или там не ваша энергетика, и вы там будете мучиться. Поэтому вот денежный канал, ваш денежный канал, который работает, он защищает вас от траты на это. Как говорится, вам не дают деньги на то, что не является истинным вашим, что вам по карме прям дано, понимаете? Не дает он этого, не дает, не хочет. Все. Давайте еще глянем. Где взять деньги на эту хотелку? Луна опять закрывает. Луна и отшельник. Но решается ли этот вопрос? Так как у вас денежный канал открыт, мои дорогие, и на истинные ваши хобби, на ваши истинные желания, намерения, которые вы выдумали сами, которые именно вам нужны,
а не кому-то рядом, не для кого-то, да, что тут истинности нет. Тут нету истинности в вашем желании, как то, что я хочу получить для себя. Оно как навязанное идет. И потому ваш денежный канал, ну вообще, понимаете, не хочет в эту сторону даже работать. Но есть один момент. Луна и отшельник — это два старших аркана. Да? То есть получить то, что вы хотите здесь, возможно. Но, во-первых, вы не будете чувствовать от этого удовольствия. Понимаете? Удовольствие будет, ну, его не будет, точнее. Не то, что там 3 секунды, я хотела сказать, да даже 3 секунд этого удовольствия, оргазма не будет. Вот то, что вы хотите, это то же самое, знаете, переспать с каким-то, вот, я не знаю, челом, который вам вообще никак не нравится. Он просто человек хороший, дай-ка я ему дам, да? То же самое ваше желание. Ну, хорошее желание, да, нормальное желание, то, что вы сюда здесь загадали эту хотелку. Как хороший человек, которому вы просто даете. Понимаете, потому что он хороший. Без химии, без такого взаимного обмена энергией, любовью и все остальное. Это желание нелюбимого. Это нелюбимое желание какое-то. Это что-то не то. Над ним надо, девочки, посидеть и поработать, да, либо вообще от него отказаться. Но, я же говорила, что здесь есть но. И тут есть одно но. Так как у вас открыт денежный канал, вы можете этого добиться, мои дорогие, с помощью магии, с помощью темноты. То есть ритуалы. Вы можете делать любые ритуалы, которые вы хотите, да, так как у вас еще денежный канал работает и открыт, да. Причем, что такое Луна? Это 18-й старший аркан. Если тут еще включить немножко нумерологию, тарологическую, да, 1,8 это 9. То есть у вас тут 9 выпало, и тут, в принципе, 9, да. И если взять даже следующую карту, она, по идее, должна быть шестеркой либо девяточкой, да. То есть говорит о том, что у тебя работает хорошо денежный канал, но надо подумать о том, истинны ли твои желания по их осуществлению. Потому что ты можешь тут брать на себя то, что не является целью твоей жизни, либо частью твоей жизни. И тут замешана твоя лунная сильная ночная энергетика. Ты, скорее всего, может быть, и не задумывалась, может быть, ты сова. Нафига тебе рано вставать на работу, если ты сова? Да вот твое лучшее время, когда ты можешь зарабатывать деньги, как раз-таки вечер, после обеда, ночью, да, а ты прям, блин, ходишь на ту работу с 8 до 5, с 8 до 5, с 8 до 5. Да тебе просто не будет вообще карма даже вот эти вот деньги давать вообще априори, понимаешь? Вот такие дела. Так что вот для вас, мои девочки и мальчики, кто выбрал вот этот первый вариант, да, чего вы втыкнулись в это свое желание? Не надо в него втыкаться. Это желание не ваше, оно вам не принадлежит ни капельки, и оно сбываться даже не собирается. Понимаете? Но ритуалами можно тут довести дело до конца. Но вы, получается, откусите вот этот вот кусочек от тех денег, которые вы бы могли потратить на свои истинные желания, которые у вас будут завтра, послезавтра, через год, да, и у вас будет уже энная сумма денег, и вы их эффективно и положительно можете потратить, да, вы будете тратить на вот этот ништячок, который, блин, вам типа нужен сейчас. Я не советую сбывать это желание, девочки. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, где взять деньги на хотелочки свои. Рыцарь Пентаклей. У вас эта хотелка, это желание ваше сбудется, но дело в том, что на него очень сильно повлияет человек с легкой рукой. Это человек даже с какими-то магическими экстрасенсорными способностями. Это молодой мужчина. И причем он какой-то странный, он немножко отличается от мира сего, как говорится, да, и про которых могут сказать, что это не от мира сего. У него какие-то хобби и увлечения. И дело в том, что вот, кстати, из хобби и увлечений вот этого мужчины молодого, да, у вас получается, что это желание сбудется из-за желания сбыть это вашу хотелку у какого-то молодого человека. Рыцарь Пентаклей будет сбывать. В каком бы вы возрасте не были, будет сбывать это желание молодой мужчина.
И от того, что вы это получите, вы будете, знаете, очень даже рады. Бабочки в животе будут и все остальное. Так что за эту хотелку вы не платите. За эту хотелку платит он. Мужчина платит за эту хотелку. Молодой. А это как часть его хобби какое-то. Какое-то хобби у него почему-то с вашей этой хотелкой связано. Давайте еще посмотрим, где взять деньги на эти хотелки. Девочки, а что это, муж чей-то? Девятка пентаклей выпадает. Это будет дар. Вот это желание, которое вы сюда загадали, это будет подарок вам. Вам подарок. Так что деньги на него можете не напрягаться искать, потому что вам сейчас надо напрягаться искать этого молодого человека особенного. Я, например, вижу его руки, девочки. Вот сейчас даже, да. У него какие-то такие, не знаю, как сказать, такие светлые руки. Они светом каким-то светятся, светятся светом. Либо они такие очень бледные, что у него там прозрачная, знаете, прозрачная кожа какая-то, да. Худой он, но он не толстенький у нас. Так, и вы, получается, знаете, как жених и невеста, теле-теле-тесто. То есть подарок вам будет от мужчины, вот то, что вы хотите. Деньги искать не надо, надо искать человека, который захочет вам это подарить, мои дорогие. Где взять деньги на эту хотелку? Паш кубков, девочки. По любви мужчина должен принести вам это. Это не говорит о том, что вы это купите. Вы это за свое бабло, как говорится, покупать не будете. Вот это то, что вы сюда загадали, свою хотелочку, придет к вам через молодого мужчину, который вам это подарит, вам поможет это обрести. И это будет связано с любовными даже какими-то отношениями. То есть он это подарит из-за любви. Это может быть ваш сын, это может быть ваш брат, отец. Кстати, хоть я и говорю про молодого, да, но он рыцарем Пентаклей выпадает. Моложавый, скажем так. Короче, вам это даст мужчина. Но в каких случаях вы это не получите, я вам так скажу, да? Не найдете этого мужчину, не получите этот подарок. Найдете, девочки, получите. Поэтому я здесь вам говорю, да, не копите деньги на это, то, что вы хотите, а ищите того, кто вам это подарит, мои дорогие. И это будет часть его хобби. Лежит здесь мужчина, который хочет и может вам это подарить, чтобы это не было. И причем, знаете, вот с чистой душой будет вам это дарить. Это не говорит о том, что вы можете сесть. Вы можете, это я извиняюсь за выражение, просрать этого мужика. Понимаете? Вы можете... Вот некоторые... Бывают такие моменты, и у меня... И бывает такое, я знаю, что мне кто-то должен знать. И я уже чувствую интуитивно, что вот мне по Таро было такое, да, и я понимаю, что вот-вот, но у меня иногда чувство такой застенчивости есть, да, либо такого внутреннего там дебилизма, возможно, и нехватки, да, за что я могу там уцепиться. И получается, я думаю, ладно, я вижу, что он может, да, ну, не надо мне пока, да. То есть, смотрите. А давайте еще глянем. Девочки, вот сижу, слышите, и вот вам что-то рассказываю и чешу правую руку. Вот так вот. Только сейчас обратила на это внимание. Так что будет у вас это. Постарайтесь, мои дорогие. Больше улыбайтесь, платьица носите. И тут с любовью идут денежки. А может, если вы что-то такое конкретное загадали, да, может, это ваш ребеночек подрастет и возьмет и... Знаете, как в Ютубе очень много видео, как я папе подарил машину, и папа там рыдает от счастья, что сын машину подарил. Видели такие видосы? Ну, красивые, я люблю такое смотреть. Ну что, вот такой вот второй вариант. Третий вариант, третья хотелочка. Где взять деньги на эти хотелки? Ищем, ищем. А знаете, в чем прикол? Тут эта карта выпадает тройка жезлов, да, это одна из карт поисковиков. Их несколько. Второе, особенно в золотом Таро Густава Климта, да, и это одна из них. Сейчас их нету. А для того, чтобы они были, кому-то, возможно, надо приобрести определенный опыт, жизненный опыт. Потому что вы сейчас как будто что-то не доделаете, как говорится, не дописываете программу.
не хватает каких-то пунктов к сбыче этой мечты, к приобретению этой хотелки, того, что вы не дописываете. То есть механики не хватает здесь. То есть тут неопытность идет. В неопытность в получении этих вещей. Смотрите, что бы вы здесь не загадали. Неопытность в получении, да. То есть вы загадали то, что вы не знаете. Вот если мы хотим молока, мы берем денежку, либо банковскую карту, идем в ближайший магазин с пакетом или без пакета, покупаем это молоко, идем назад, пьем кофе там или еще что-нибудь с этим молоком делаем. То есть мы знаем, как приобрести молоко, да. Что касается этого вашего желания, вы, получается, не знаете. Вы знаете, где, возможно, оно лежит. Либо, ну, что-то вы знаете, но частично, частично. То есть нет полного пути к осуществлению этой хотелки. Тут я бы вам посоветовала, девочки, еще раз тоже посмотреть. У меня на канале про деньги много чего есть, да. То есть, чтобы этого добиться, у вас, конечно же, тут, если про деньги говорить, этих ресурсов, конечно же, нету. Но не в них дело. Эти ресурсы вы можете иметь. Тройка жезлов, девочки, да. Вот как не хватает здесь шестерочки, котики мои. Не хватает. Ладно, давайте еще глянем, где взять деньги на эту хотелку. Знаете, в чем прикол? Вам кто вот эту хотелку, то, что вы хотите, говорили ли вы кому-то, не говорили ли вы кому-то о ней. Дело в том, что кто-то вам очень сильно завидует. То есть, если вы ее приобретете, там зависти будут полные штаны. Очень тяжело. Да, зависть идет. А еще у вас это могут отобрать, это могут увести обманом, это могут быть какие-то мошенники. Это тот, кто желает иметь то, о чем мечтаете вы. Внимание, рядом какой-то завистливый человек, который... Это может быть тот же муж. Смотрите, девочки, смотря какой муж, да, но есть такие, которые при разводе начинают ложки делить, да, и приобретя это в браке, да, или вам подарят это, или еще что-то, потом придется с кем-то делить завистником, который будет очень сильно завидовать, что вы это будете иметь. То есть об этом желании я бы на вашем месте молчала. И дело в том, что чем больше вы молчите, не говорите, не проговариваете, и явно не идете к нему, а идете к нему тайно, вы это получите. Но дело в том, что у вас отнимет это завистник, отнимет это как это жлобиха, либо жлоб, который перехватит. То есть оно может к вам идти, вот когда у вас будет больше опыта, оно будет к вам, оно сдвинется и звездой полетит в вашу сторону, ваша падающая звезда, на которую загадываете желание, да, оно полетит к вам, а кто-то вот в прыжке, какая-то собака, понимаете, отберет это у вас. То есть оно, получается, не падает вам это желание, понимаете, на руки. Давайте еще глянем, где взять деньги на эти хотелки. Осторожно, девочки, очень осторожно. То, что вы сюда загадали, это повод черной зависти по отношению к вам. Черная зависть. И дело в том, что тут могут начаться распри, говняспри, всякое говно, понимаете, полететь в вашу сторону. Даже от того, что вы скажете, что вы хотите это. Либо вы будете на пути к этому. Там мошенники, там гады, там воры, там... Ну, короче, плохие люди. Как только вы идете в сторону этого желания, там ждут вас плохие люди. Будьте осторожны. Даже если вы загадали здесь какое-то платье купить, да, будьте осторожны, потому что на пути могут вам попасться те люди, которые могут обворовать, могут одолжить у вас. Вот, кстати, не одалживайте бабло. Вот денежку свою, вот вам противопоказано. Возле вас пасутся волки. Очень. И знаете, как только у вас что-то связано с тем, что вы говорите, я хочу это, я хочу то, да, у вас как будто отнимают, понимаете? А все из-за какой-то неопытности вашей. Вы не гиена, вы не волчара, да, которая там удавится за что-то. Нет, просто
Тут не очень хорошо с этой хотелкой идет. Завистники, враги, какие-то вот, они могут быть и случайные, и не случайные, да. Я бы вам посоветовала здесь держать язык за зубами насчет этой покупки, да, и насчет этого приобретения своего. И никому не показывайте, что вы к нему идете, и близким, и не близким. Черная зависть, они будут вам мешать. Вы даже если накопите определенную сумму денег, да, то как будто вы не на это потратите, а у вас эти денежки выманят как-то, да. Ну, нельзя тут вообще ничего говорить. Это желание такое, что-то вы тут такое загадали, интересно. Где взять деньги на свои хотелки? Давайте еще глянем на этот третий вариант с вами. Где взять деньги на эту хотелочку? Влюбленные. Вот опять звезда выпала. Рыцарь мечей, опять зависть выпала. Туз пентаклей, могут быть сворованы они. Завистница вам ваша выпала. Луна. Вам в этом желании мешает черная зависть. Прям черная смертельная зависть вам мешает. И получается, если вы будете на это копить, и кто-то про это прознает, да, не видать вам этого желания, как своих ушей, даже денежек на это не видать. Это то же самое, как про Буратино, понимаете? У Буратино были золотые, об этом прознали Лиса, Алиса и Кот Базилио. Они подошли к этому, к Буратино, и давая его там и песню спели, и на бубне сыграли, и в дуду, и трулюлю рассказали про страну дураков, где надо зарыть деньги, и будет большое дерево. И что было? Я думаю, вы помните, да, что зарыл он денежки, эти откопали, и были таковы. То есть у вас тут по схеме идет так. Кто-то будет знать об вашем желании, будет знать, что вы на это копите, да, потом выручи меня, я умираю от рака. Если мне не сделать этот единственный укол, то все. Только ты мне можешь помочь. И причем это может говорить и мужик, и баба, и родственники ваши, да. Как бы вы их не любили, все собранное, мои дорогие, пойдет, знаете, куда? Не на то. Понимаете? Это как букет невесты. Кидают вам, а впереди вас, короче, в баскетбольном прыжке этот букет невесты вырывают вообще в полете. И вроде бы вам летело и не прилетело. Вот тут вот как раз-таки может и не прилететь, мои дорогие. Остерегайтесь врагов, завистников, да, всех, кто про это будет знать. Насчет того, где взять деньги на эту хотелку, которую вы сюда загадали, и либо вообще на хотелки, у вас мало опыта. Вы еще не развили свой денежный канал, чтобы он работал просто как часики, и вы не особо об этом задумывались. Вам надо еще над ним работать. Вам надо больше знаний. Кстати, вот смотрите, девочки, по этому третьему варианту. Недавно, короче, у меня была такая, разговор такой, да, с женщиной, которая просто показала пример. Так как я в своей жизни относилась к руководящим постам, не косвенно, а напрямую, да, то есть и ко мне пришла женщина такая, и что-то мы про деньги тоже, вот про денежный канал начали говорить, знаете, и она такая говорит: у нас на предприятии только мы, рабочие и уборщицы, работаем. Я говорю, а остальные ИТР что делает, да? ИТР это менеджеры, все такое, инженеры. Они ничего не делают, они просто сидят за компьютером и пьют кофе. И, короче, слово за слово, а я такая интересующаяся, я говорю, ну давай пройдем, у меня вот как раз ноутбук стоит, давай-ка ты тест на IQ пройдешь. Вот интересно, сколько тебе там эта кукушка отмерила, женщине 50 плюс, да. И она такая, ну давай. И, короче, знаете, она проходила его 40 минут, такая там кофе делала, все такое. Проходила с кофем, конечно же, сидела, да. И потом говорит, ой, мне так болит голова, я уже не могу, не хочу, там, тролливали. Короче, говорю, от чего ты устала? Ты же говоришь, что
что это только рабочие и уборщицы работают на предприятии, а эти сидят кофе пьют. Так ты же сидишь за компьютером как раз и пьешь кофе. От чего ты могла устать? Ну, мы так похихикали, но она ничего не сказала. Она поняла, что что-то не то. И знаете, к чему я это говорю? Я не говорю, что она тупая. Нет, конечно же. Просто человек мыслит, да, он еще не опытен, да, человек жизнь пожил. Но она такая исполнительная, ответственная, это вот, работала там в банке, бухгалтером, кассиром, тролливали, потом пошло так вот, и ей надо этот денежный канал поднимать. Очень хочется, но не умею, инструментов нет. Так вот и у вас здесь не хватает знаний, мои дорогие, понимаете? Знаний, чтобы... А знания, они не просто должны витать у вас где-то в воздухе, вы должны жить по этим знаниям. Но давайте еще глянем. А где взять деньги на эти хотелки ваши? Вы окружили себя неправильными людьми. Тут идут мечи мне вообще резко, понимаете? Мечевые. Вокруг вас какие-то... Вокруг вас идет много людей. Либо у вас большая семья, либо это просто реально очень сильно вокруг много людей. И в этом вашем окружении есть такие ужасные завистники. Причем эти завистники, они не просто просто завидуют, они действуют. Двойка мечей это еще подклады обозначает, да. Я вам бы предложила, короче, почистить свое окружение. Первое дело, девочки, для того, чтобы сейчас получить деньги на свои вот эти хотелки, это очистить свое окружение от этой гадости. Понимаете? Даже если вам кажется, что вы ни с кем не общаетесь, вы выходите с подъезда или там по улице идете, где-то есть какая-то соседка, которая прям считает, когда вы думаете, этим не занимаются, люди этим занимаются, они смотрят, кто к вам приходит, куда вы идете, это вот, а работаете вы или не работаете, короче, вот это вот зависть. Блин, надели красивое платье, вам уже позавидовали уже, пошли там это. Короче, какая-то зависть, такая противная, гадская, грязная, вонючая зависть рядом с вами. И прям вот сейчас, сразу говорю, не будете чистить свое окружение, у вас уведут это ваше желание. И знаний еще каких-то не хватает, мои дорогие. Ну, вот не хватает нет, не ума, а именно знаний каких-то, которых вы бы что-то знали бы, да, и вы бы по-другому жили, скажем так. А вы вообще богатый человек или бедный? Что вам светит? Не хватает опять знаний, девочки. Выпала карта дурак. И опять, кстати, влюбленный выпадает. Вам надо учиться. У вас дорожка идет к научению. Надо освоить какую-то новую профессию, новое дело. И знаете, как интересно идут карты? Вот в первом раскладе, да, и вот тут вот второй, старший аркан дурака, шута, и старший аркан влюбленный идет, да. Карты на что они показывают тут по влюбленным? Вы как должны себе какого-то учителя найти, человека благоразумного, разумного, интеллектуального и предпринимателя, бизнесмена, который умеет делать деньги, чтобы вас научили этой философии денег, понимаете? Потому что рядом какие-то не те люди, они прям люди не дают вам сбыть это желание, люди. А насчет денежного канала я вам скажу, что вы со временем богатеете, да, то есть такого типа люди, как вы, они богатеют со временем. Они могут нищенствовать, они могут не задумываться о деньгах там какое-то время, но потом, с каждым годом, вот чем больше вот этого опыта, тем человек становится богаче. Понимаете? И вот у вас жизнь получается, чем вы становитесь старше, тем вы становитесь богаче. Вот с каждым годом, степ-бай-степ, да, на ошибках люди учатся. И, короче, в принципе, да, я бы там не супер рвала там сейчас бы жопу на вашем месте, чтобы эту хотелку приобрести. Сколько я бы училась, набиралась опыта какого-то, на всяких работах, на курсах, я не знаю, но на чем угодно.
на общение с предпринимателями, с людьми, которые зарабатывают деньги, да, с хорошими, честными, отзывчивыми людьми, которые не смотрят вам в рот с выкоченными глазами такими, знаете, подружки такие есть, да. Почистите свое окружение, нафиг они вам нужны. У вас будет очень много свободного времени, да, когда вы очиститесь от этих шашлыков с певцом, от таких каких-то плохих людей, понимаете? Вы очиститесь от них, у вас будет свободное время для того, чтобы больше думать, больше чему-то учиться и все остальное. Я вам даже по собственному опыту скажу. У меня были подруги, которые, ну, например, как-то мы в школе были все наравне, но потом случилось так, что моя подруга на тот момент лучшая так и осталась жить в однокомнатной квартире с двумя детьми, и с третьим или четвертым мужиком, да, и также вешает белье, понимаете? И ничего в ее жизни не поменялось, ничего. Когда именно я убрала ее со своей жизни, просто вот вычеркнула человека со своей жизни, у меня появилось столько свободного времени, и я так это все успешно все потратила, да, потратила время. И как единица мены я получила то, что я, например, хотела. К чему я тут все говорю? К тому, что поменяйте окружение, вычеркните завистников, вам мешают, они вот прям солнце вам заслоняют здесь. И согласно этой хотелке и вообще, да, и вы будете богатеть с возрастом богатеете вы. Да и не в деньгах у вас в счастье. Вы такой, знаете, человек глубокий очень, думающий человек. Человек, который, знаете, всему может научиться, а вот как губка много что впитать. Единственное, что ему может мешать, это люди, ненужные в его жизни, понимаете? Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим. Где взять денежки на свои хотелочки? А у вас восьмерка кубков, полная чаша выпала. Тройка пентаклей выпала. Сейчас я вам все объясню. У вас очень хорошие карты идут. Вы способны не то что даже просто зарабатывать, вы многое можете достать с этой жизни. И вот эта ваша хотелка очень хорошая. Не то, что там для общества, именно для вас. И у вас вот этих вот желаний, они должны дублироваться и повторяться. И каждому желанию у вас короткая дорога, да. То есть вы будете это все иметь. Где взять деньги на свои хотелки здесь? Тут идет, что деньги не приходят именно с заработка, а с работы основной. Это ваши какие-то подработки, это ваши случайные какие-то деньги. И благодаря вот этим премиям, случайным деньгам, подработкам вы будете иметь то, что вы хотите. Вот такие вот дела. Вам здесь карты предлагают не то, что там устроиться на вторую работу, что можно коньки двинуть, да, когда работаешь на двух. Нет. Они говорят, что вы должны заниматься любимым делом и иметь это в качестве подработки такой типа, да. Но дело в том, что благодаря тому, что вы занимаетесь любимым делом, при качественном маркетинге, который тоже можно было бы подтянуть, вы очень быстро можете добиваться того, чего вы хотите. Это деньги второстепенные к вам текут. У вас открыт денежный канал. И деньги к вам текут. Но вторым... То есть, смотрите, вы, возможно, где-то загнали себя в рамки какой-то определенной работы. И на этой работе вы рассчитываете все время на определенную сумму. Ну, у нас существуют то кредиты, то коммуналка, то еще что-то, да, вот такие вот траты. И получается, что вам на свои хотелки не хватает денег. Но дело в том, что вам идут деньги вторичные, еще хвостики. И на эти какие-то бонусы вы можете приобретать то, что вы хотите. Будет сбываться у вас. Причем не одно это желание. Вот что вы сюда загадали, вот здесь вот какой-то и ключ к вашему такому благосостоянию. Вот это вот то, что вы сюда загадали, у вас этих вещей, этих предметов, и еще услуг, всего чего угодно, что вы хотели, да, в этом ключ.
А это то, что вы здесь хотите, это то, что у вас может быть в множестве каком-то. И деньги вторично идут. А творчество — это бонусы, премии, где-то вы там отличились, все остальное, занимаетесь любимым делом, это хобби и все остальное, денежки отсюда идут. Но нет, не от основной какой-то работы. Где взять деньги на хотелки? Давайте еще глянем. Где взять деньги на хотелки? Знаете, вы в жизни получите все, что вы хотите получить. Все у вас сбудется, мои дорогие. Очень все хорошие карты идут. Все хорошие карты. А знаете, что в вашей жизни еще будет? Я вот так раскладываю карты, молчу, да, но у вас в жизни будет... Вот вы какой-то очень добрый человек. Тут не веет какой-то такой злобной стервозиной, злым барсуком здесь не воняет, мои дорогие. Здесь какой-то... Вы идете очень такой добрый, жизнерадостный, хороший человечек, да, и люди к вам тянутся, им интересно вас разглядывать, они хотят с вами как-то дружить, подружиться с таким человеком, как вы. Но тут дальше идет такой вот такая яма, пробел. Там у вас в будущем, вот через ближайшие 2-3 года, где-то через 2 года, в течение второго, третьего, да, что-то будет не очень хорошее, где могут воспользоваться вами, вы впрягетесь вот в лечение каких-то, знаете, не очень хороших людей. Короче, что-то не очень хорошее идет с человеком таким. Знаете, что я вам здесь могу посоветовать? Вам надо здесь вот жить не такими супер далекими планами на будущее, а жить и здесь и сейчас, да? И вот как муравей тянуть понемножку, по семечку, по зернышке, по перышку, да, по копеечке, по ниточке, и все у вас будет, да? Но я бы вам посоветовала тут в грядущем, получается... Вам вот эти вот ближайшие 2 года я не советую именно копить деньги, потому что они уйдут на повешенного, да, то есть могут быть проблемы с вашими накоплениями. Я бы вам предложила вот не особо сейчас копить на что-то, да, а получать удовольствие от жизни, от вот этих своих повседневных каких-то хотелок, заниматься своим хобби, вкладывать в это хобби, конечно же, да, там краткие какие-то все-таки траты делать и не отказывать себе в чем-то в плане копления, потому что через 2 года придет повешенный за ними, за этими деньгами, за вашими. А вы, как добрый человек, получается, знаете, будете считать, что вы откупились от чего-то, хотя нельзя этого делать. Короче, вам на все будет даваться. Обратите внимание, как вам этот мир дает, да. Вот вы что-то хотите, и получается, вам все равно как-то деньги даются, понимаете? С какого-то вашего второго источника живого. За вами наблюдают. Э, у вас есть ангел-хранитель, кстати. И вот зарабатывание — это ваше, а копление — нет. Я бы сейчас вот на такие какие-то перспективы, блин, далекие, а деньги бы не начинала откладывать, потому что по этому отложенному придет повешенный, девочки. Что такое повешенный? Тот, который прям, как знаете, как яма, всосет в себя, как пылесос, ваши денежки на то ваше желание, и все. Понимаете, нельзя копить. Как ни странно, да? Но вам все равно дадут. У вас это желание сбудется и множественно. Где взять деньги на свои хотелки?
У вас какой-то идет дар, мои дорогие. Кто-то может это обзывать талантом. Ну, короче, дар. Какой-то конкретный такой серьезный дар у вас есть. Это хотелка, которую вы здесь загадали, перспективная, не перспективная, а тут даже не столь важно, потому что вы ее хотите, и вам ее дадут, но даже не за деньги, а потому что вы просто хороший человек, вам будет дано. Но если вы будете на это копить, вы привлекаете вот эти, знаете, ворон каких-то. Коплением на это вы привлекаете. Живите свою жизнь, наслаждайтесь ей. Хотите купить помадку какую-то, купите эту помадку, порадуйтесь, да. То есть даже вот какой-то шопинг, он, даже мелкий какой-то шопинг, он для вас то, что надо, понимаете? А если вы будете именно копить на это свое желание, как отдавать часть своей энергетики на это желание, и по этому сотканному, как по паутинке, спустится вот этот паук какой-то не очень хороший, понимаете? Поэтому я сейчас вам не советую особо там копить, искать деньги на это, откладывать тем более. Не советую. Живите здесь и сейчас, настоящем. Радуйтесь жизни. Занимайтесь своими хобби. Со второго канала, да, есть ваша сейчас работа, но вам придут деньги не с той работы, на которой вы работаете, а придут с того дела, которое вы любите, денежка вам. И от людей, которые вас любят. Тут очень живая, классная энергетика, вот понимаете, ангельская какая-то. Все, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Пока-пока.